Здравствуйте, мои хорошие. Теря-теря вам всем из Эстонии, из Таллина. Сегодня у нас с вами будет распаковка небольшой посылочки. Такой вот ролик построила. С Тему получила небольшую посылку. Почему заказала всякой белиберды. Знаете, вот там вот что-то для дома, ерунду. Ничего серьезного там не закажешь, конечно. И почему-то они эту посылку разбили на несколько. Зачем, я не знаю. Типа шнурки в одно, коробочку в другое. А? Вазу разбили. Нет, посылку разбили, вазу не разбили. Не разбилась. Вот. И так что сейчас посмотрим первую, вот это вот то, что пришло. Я так понимаю, что их теперь будет выстреливать, приходить много. Не знаю, что вдруг. В общем, смотрим обзор. Ну, давайте посмотрим, что нам тут пришло. Такого. Ничего серьезного тут, конечно, нет. Есть такие товары для дома, да какая-то ерунда. Ага. Вот этот вот лот номер 1. Мешок для стирки. У нас теперь много этих белых кроссовок, тосов. И для стирки скетчерсов. Знаете, тосов. Взяла такую вот для машинки, для стиральной. Туда суешь эту обувь. И пару обуви, и в машинку. Такой мешок захотелось. Желтенький. И потом, поскольку климат у нас, сами знаете, не очень, грязи часто много, а белой обуви у нас теперь много с Тенерифе, и этот пакет для стирки матерчатой обуви. А есть же еще кожаные варианты. Купили кожаные тоже. Поэтому для этого такая вот белая паста, которая хорошо чистит белую вот эту вот обувь, кожаную часть как бы и так далее. Ну, то есть такие мелочи как бы. Не буду сейчас выкидывать, я предпочитаю инструкцию. Я помню, что там как бы щетка, это белая наносишь, там вот где подошва сбоку, ну, чтобы беленькое было. Так, что еще здесь? Разбирала свой туалетный столик. Косметички многие выкинула. Комод разбирала, косметички выкинула. И хотела такую косметичку, чтобы там было видно, что там есть, как бы, да. И поэтому взяла эту вот как бы ходовую вот на каждый день, что я не вижу там иначе, где что. Хотела ее так довольно крупную, вот она вроде, да. И мне именно нравится прозрачная, что я вижу, где у меня тональник, где консилер, где хайлайтер. Не то там сидеть все время что-то дико ковыряться, шуршать этих непрозрачных. А здесь будет все сразу видно. Открыл, она еще так удобно, сюда все положил. То есть не надо даже лезть, как бы как в сумочку. И все здесь. Ну, такое, как вот на каждый день румяна, да то, да сюда. Ну, в общем, белиберда такая. В Тему, наверное, ничего такого серьезного не закажешь. Так, здесь носки. Я люблю дома ходить в носках. Очень люблю белые носки. И здесь много пар вот таких с этими... как с короны какая-то вышитая. Такие приятненькие. Тянутся хорошо, но такие низкие носочки. Вместо тапочек дома. Их тут много пар. Не знаю сколько. 6, что ли? Или 8. Люблю белые носки, кстати, разные. Вот не первый раз заказываю с Тему. Они мне очень нравятся. А это я заказала шнурки, чтобы не завязывать их каждый раз. Я хочу их настроить, как бы, грубо говоря. Они тянутся, наверное. Прорезиненные такие. Да, вот. И у Кристины, и у себя
поставить прорезиненные и закрутить вот эти штуки сразу, как магнитики или просто на резьбе, чтобы они не зашнуровывать каждый раз. Не хочу эти шнурки. Висят там и все это. А это так удобно. Натянул, зафиксировал и только ногу суешь и все. Ну, то есть мелочи, я говорю, такие. Это Кристине, это такие тоненькие. Ну, я смотрела себе, ей там, кому. Мужу, наверное, хорошо будет застегивать, он ничего. Так, и, по-моему, я взяла умывалку с кислотами для лица. Вот это я не привозила с Тенерифе, потому что вес не позволял, а это нам с Кристиной нужно очень. Ну, лицо чистишь каждый день, 2 раза в день, утром и вечером, да, перед нанесением крема. И поэтому у нас он идет очень. И еще я хотела, чтобы он был с щеткой. Вот он, по-моему, с щеткой пришел. Сейчас посмотрим. Кто-то на нем посидел вроде на коробке. Ну, что-то коробку мы ее сразу выкинем сейчас. Но это она мне как в запас идет. У нас еще есть эти умывалки. Хотела щеточку, да. Потому что когда мы моем просто так лицо, этого недостаточно, конечно. Должна быть щетка, которой ты все это промываешь. Вот щеточка силиконовая, чтобы все поры, все. Вот. По-моему, даже несколько штук. Как-то они почему-то взяли, разделили это все по посылкам. Я не знаю, что. И здесь в связи с какими-то очень странными холодами я заказала майки. Сейчас мама будет ликовать по ту сторону экрана. У меня никогда сроду, с детства только были какие-то майки, я их терпеть не могу. Но сейчас что-то такой холодрыга везде, что хочется вот этой многослойности. Даже, может быть, дома иногда там подо что-то. Ну, короче, обычная майка. Обычная майка. Очень, кстати, такая, как шелковистая, приятная. Ну, вроде вот и все. Это ему надо поострить они. Ну, в общем, вот такая посылка. Будем ждать еще одни шнурки, еще одну миску как-то. Ну, я не знаю, к чему это. Но у меня миска, знаете, не то пластмассовая, да, пластмассовая или какая-то, я там без конца это что-то вот стругаю ножом, там типа масло с мукой, все, и достругала до тех пор, что у меня в стенках, в общем, какие-то невидимые уже трещины, и делала тесто для блинов, и это тесто начало капать уже дожили. В общем, я это все выкинула, заказала новые, железные, красивые. Так, вот. И еще хотела вам показать, так и не показала, как расхламляла я шкафы. Прежде чем все разобрать после приезда с Тенерифе, новые вещи по шкафам разложить, надо было освободить шкаф. Я сделала это, как сказать, с большой болью душевной, потому что, ну, там лежат вещи, да, они целые, да, они хорошо, как сказать, не рваные, да, но они уже морально устарели как-то, я не знаю, я их не ношу очень давно, многие прямо даже десятки лет, какие-то с молодости. В общем, как это было? Что вам сказать, мои хорошие? Для того, чтобы разобрать чемодан и сложить туда новые вещи, спокойно. Валерьяночку выпили, волокординчик, валидол, а особо щепетильный прошу отойти от экранов. Сандра сказала выкинуть все к чертовой бабушке. Всю вот это вот я долго ныла, там вот это вот молодость, кожаные штаны, там всякие такие, всякие другие десятые, кожаные куртки, все такое. Она сказала выкинуть все. Я долго белые блузки, которые даже не одевались, какие-то кофты, платья льняные, красивые свитера, тут вечерние платья, кожаные штаны моей молодости, замшевые штаны, кожаные юбки, причем это все кожа настоящая. Сандра сказала, для того, чтобы было что-то новое,
нужно выкинуть все старое. И, в общем, вещи отличные все. Я это все выкидываю. Ну, как выкидываю? Я это в контейнер с одеждой для... Может, кому еще пригодится. Кожаные куртки тут, в общем, бордовые, джинсовые. В общем, вещи-то отличные. Белые всякие кофточки, блузочки, льняное, вязаное. Ну, блузки всякие белоснежные. Ну, в общем, послушала Сандру и все выкидываю. У меня хаос страшный. Вы аккуратненько для тех, кто... У меня такого никогда не было. Какой срач. Ну, так вот отойдите от экрана, у меня только срач. Да, вот... Сижу, думаю, вот это вот еще, вот это, наверное, тоже надо выкинуть. Когда-то ездила в такой вот туника такая из кружев, красная. Если мама не захочет, такой тоже выкидываю. Вечернее платье когда-то. Ой, в общем, льняная вот такая, я ее называю хламидой, тоже выкину, она тоже уже все. Все, ну нелогично уже даже просто, нелогично морально, да, но все красивое, но все цельное. Вечернее платье, бордо, так, потом это еще не все. Спокойно, дышим, ровно, да. Надеюсь, у вас такого срача нет. Вы все идеальные. Я очень рада за это. У меня срачельник страшный. Рада всем, кто не погряз в сраче. Вот это тоже все выкидываю. Гигантский пакет с зимними вещами. Здесь моя дубленка натуральная. Вот это вот меха, там все это вот все. Все, в общем, да. Для того, чтобы пришло что-то новое, надо выкинуть все старое. Хожу себе приговариваю, уговариваю. Иначе вообще невозможно даже разгрузиться, некуда. В общем, все в контейнеры. Очень много вещей, прям с этикетками еще. Но вот как-то, да, получилось так, что так. Да, надо находить в себе силы расставаться со всем вот этим, со всем этим прошлым. Дочка очень мне в этом помогает, Сандра, что не надо синдромов Плюшкина, всего этого. С мужем сложнее, он не выкинет ничего вообще. Я как-то еще стараюсь. Ну да. Иначе все это остается. И получается дикий хлам. И ничего, да. Все молодость, все кожаные юбки. Ну, наверное, память должна не в вещах вот этих старых быть, да, в чем-то другом. А в душе все равно всякие белые кружевные, туники такие вот, блузочки. Все как красивое, беленькое, но оно уже не носится, и оно уже как-то, ну вот нет. Обувь тоже в помойку. В общем, с Нового года все старое в помойку, новое в шкаф. Горы всего. Это ж просто какой-то кошмар. Ой. Вот итог, что я выкидываю из шкафа. Набралось много этих сеток, баулов. Сейчас это все в контейнер. Дубленку жалко. Ну,
все проходит. Да, надо двигаться, как говорится, дальше, не держаться за эти все старые вещи. Да. Будем теперь разбирать новые, наконец. Вот так я все расхламила и потом все разложила. Как хорошо, как это вот видео, знаете, все расхламила, потом все разложила. На самом деле было все не так быстро, как это быстро сказка сказывается. Как там, Вась? Да не быстро дело делается. Да, так правильно. Вот. Но все равно очень хорошо. Вещи я разложила. Мне очень нравится. Дышать действительно легче, как и говорила Сандра. Правда, что... И я забыла про них через секунду буквально, про эти вещи. И уже новые лежат, и про те я не вспоминаю. Вот, сегодня еще расхламляю здесь свой туалетный стол. Там на стриме очень хотела, чтобы я его расхламляла, но не снимала так. Я просто хотела показать вам некоторые вот такие вот полезные вещи. Помните, я раз заказывала такую, как из кожи молодого дермантина, штуку для хранения цепочек, потому что у меня вот все лежит в деревянной шкатулке. И берешь цепочку, когда тебе куда-то идти, а она там в 5 узлов у тебя свернута и так далее. То есть они всегда путаются. Не знаю, кто это путает в мое отсутствие. И заказала вот такую. Сейчас буду перекладывать сюда, значит, как это выглядит. Мне понравился сам смысл. То есть как бы вот такой получается, как чехол, не чехол, да, кошель. Открываешь его, тут вот все под, как а-ля бархат. И потом вот такие, как крючки. То есть их можно несколько, даже на одну вешать, но у кого сколько есть, да. Потом можно продеть вот сюда, чтобы они не болтались. И потом еще вот здесь внизу тоже есть еще одна. То есть они фиксированы будут, как бы, эти цепочки. И тогда, когда вам нужно брать эту цепочку, ничего не болтается и не путается. Потом это все складывается. Так вот. И туда, и она на липучке. Ну, короче, поняли. Вот, сейчас вот этим буду заниматься. И надо бы какой-то еще такой же органайзер для серег и для этих колец. Вот. И вот эту вот косметичку тоже сейчас уложу. Но поскольку камера стоит, вы со мной здесь рядом, то вот эти ходовые вещи я сложу сюда. У меня была вот от Clarins, они подарили. Мне туда тяжело это все запихивать. Все время я сижу, я такой что-то рою, как какой-то крот. Я хочу, чтобы было вот так: открыл, посмотрел, и все понятно, что у тебя там и есть. А здесь начинается все вываливание, что у меня там все время какой-то роюсь, как какая-то это. Вот, так что это сейчас тоже с вами переложим. На комоде пыталась навести порядок, но распаковка посылки, то все, и сразу опять беспорядок. Это дело вечное. Ну, в общем и целом, чтобы она как бы открыла, видно это все. Видно. А не копаешься где-то там в чем-то. Что там в ходовом идет? Тональники, румяна. Все сюда, все так и все. Кстати, да, взяла вот это зеркальце такое хорошее, смотрите. Оно у меня в основной сумке. Что оно здесь делает, непонятно. Ну, чтобы макияж, то все подправить, подпудрить нос где-то. Спонжик, консилер. Основа. Ну и вот чтобы оно все было на виду. То есть открываешь и видишь. Все. А такие самые-самые там. Вот. Теперь я четко открыла, я все понимаю, что у меня где. Здесь не надо, оно даже не в виде сумки, что мне нравится. То есть ты открыл, взял, положил. Оттуда начинаешь рыть, сидеть как... Да, и прозрачное, и все. И сюда еще что-то влезет. Ну, в общем, я довольна. Этой штукой я довольна. Теперь надо вот эти цепочки все переложить.
и так далее. И села теперь разбираться с этими цепочками. Но что, мне нравится. Вот, и ее главное, эту штуку хорошо брать с собой куда-то, когда едешь. Она не тяжелая, это никакая не шкатулка. И такое все как бархатное. Меня удивило прям и качество, и все. То есть здесь одеваете на эту кнопочку. Здесь пропустили. И потом здесь пропустили. Ну, в общем и целом, я показала вам примерно, как это работает. Все это надо, конечно, я распутала, но теперь надо это все чистить, уже какое-то тусклое. Потом закрываете это вот тряпицей. И раз-два, и все, и у вас готово. Мне понравилось. Вот из Тему бывают такие штуки, и это прозрачное мне понравилось. Все, что надо, оно здесь лежит и готово. Продолжаю разбираться здесь на комоде. Дел здесь всяких много. Теперь тут очередные бусы, какие-то цепочки и так далее. И так далее, колечки. В общем, заняться есть чем. С вами сейчас буду прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго, хорошего. А не запускайтесь. Не запускайте себя у себя так, как вот швайный рай у меня. Все, подписывайтесь на канал. И солнышко в душе. Вам хорошего всем настроения. И до следующего видео. Ну что, продолжаем.